Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, события на пороге, события до конца февраля, как изменится ваша жизнь. Давайте с вами узнаем. И у нас планетарные транзиты, которые вот именно как порог обозначают. 14 числа у нас планета Сатурн переходит в знак Овен, а 16-го они встречаются в Овне с Нептуном. Две противоположные по энергиям планеты. Сатурн – это порядок, это какая-то структура, это дисциплина. А Нептун – это размытые границы, их вообще как бы отсутствие. Это на нашем плане мечты, конечно, это наша интуиция, это жизнь через ощущения. Ну, давайте начнем с карт старинного цыганского пасьянса. Так вот, что же тут они расскажут? Какие события на пороге? И на этом 14-16 все не заканчивается. 17 числа нам предстоит с вами солнечное затмение, и оно открывает коридор затмений, который продлится до 3 марта. И на этом тоже не заканчивается. Более того, у нас 26-го парад планет с вами ожидает, да, это какая-то ситуация, может быть, которая сложилась прежде. В целом ведь у нас февраль – это как закрытие гештальта, поэтому какую-то тему, может быть, и сложную, вам придется, разобрать, прояснить. Тем не менее, кольцо у вас выпадает, это прочный союз с кем-то, или, может быть, это работы касается, или это личной жизни. Карты нам не говорят, но это тот человек, кому вы можете доверять. Пусть в наше сложное время один даже, да, такой человек, значит, уже немало. Ладно, пойдем дальше. Ну, тут вот смотрите, выпадает колокол. Это какое-то известие, может быть, даже как раз от того человека, где-то с которым вы имеете взаимодействие. У каждого тут будет своя сфера жизни. Но чаще всего колокол – это то, что, знаете, как неожиданно где-то известие, и оно больше связано с тем, что приходит к нам извне. Это не мы инициировали, но явно с этим нужно как-то правильно либо взаимодействовать, либо нам самим определиться. Мы не можем оставить это без внимания. Выпадает маска. Маска, мы всегда говорим, это тот человек, который явно человек, персона, который может вам, к примеру, транслировать что-то приятное, хорошее, то, что нам нравится слышать ухом. Но кто знает, может быть, это вы узнаете как раз от такого человека какую-то новость. Поэтому делите надвое, мои дорогие весы. Совершенно не обязательно, что это будет правдой. А вот правду вам, видимо, доведется найти. Или, может быть, какой-то контекст, да, там на 10% есть правды, а на 90% там что-то обратное. Будьте внимательны. Сами имейте где-то маску за пазухой, потому что люди тут тоже могут поступать, но не совсем как-то, как вы это предполагали, как минимум. Может быть, это и не связано, кстати. 3 значения, каждый сам по себе. Есть, да, персона, который пытается усыпить нашу бдительность. Есть известия, которые, так нас немножко ставят в тупик или неожиданно, да, но продумать все-таки придется. Есть и те люди, которые надежны. Исполнение желания, мои дорогие весы. Вот как минимум одно, да, желание или, по крайней мере, какие-то тенденции добрые, когда вы можете что-то осуществить, это мы на душевном подъеме, но есть еще и сомнения. Вот всегда это не конкретика по Луне, а это наше какое-то глубокомыслие, что-то мы тут думаем, думаем, можем и увязнуть в наших мыслях. Поэтому все лежит, знаете, как на этапе каждого дня. Но, видимо, вот такие не совсем однозначные решения вам придется принимать вторая половина, да, февраля, но продолжение какое-то будет следовать до конца февраля, до конца месяца. Может быть, время строить, кстати, правильные социальные связи. И поэтому перезагрузка или словно фильтрация вашего окружения, как и близкого, так и далекого, у кого как. Правда, все же мы все разные, хоть и объединяет один знак зодиака. Смотрю, что у вас еще совпало, потому что мы можем соединить карты в крайних рядах. У вас еще, смотрите, выпадает вот как раз близко, да, исполнение желания и молния. Поэтому вот я сказала, делите надвое, правда, откуда у информации ноги растут. И у нас время такое, у нас же в самом конце февраля еще ретро-меркурия, мы знаем, что это
путаница, сбой в расписаниях, какие-то вопросы, когда, допустим, мы с кем-то договорились встретиться, а это не состыковывается. Здесь могут быть и недопонимания тоже. Поэтому, знаете, я не буду долго останавливаться. Перейдите на мой сайт, прочитайте. У меня есть много статей, все ссылки будут в описании под видео. Ведь правда, тут у вас что-то красиво, хорошо получается. Исполняется желание, и, ну, по крайней мере, венок– это радость. Еще и радость будет. Что мы тут можем еще с вами соединить? Не вижу больше совпадений, поэтому мы с вами продолжим на картах Таро. Да как изменится ваша жизнь? И мы рассмотрим основные 4 направления. Любовь, деньги, ваше благополучие и ваши достижения. У кого-то карьера, работа, учеба, важные встречи, документы, дела, у кого что. Что-то тут у нас прямо кучей перевернулось. Как-то так я перемешала. Вам тут как будто по судьбе нужно выйти вот из какого-то периода ожидания. Ну, тут быстро не пойдешь. Ступенчато, да, на ступеньку поднялся и как будто отдышись. Ну вот, поэтому даже если мы очень хотим, точно как 2 ступени, вот смотрите, как изменится ваша жизнь. Вы как преодолеваете, да, какое-то одно препятствие, скажем так, или решаете один вопрос, и потом нужно вот как остановиться, и при этом не успокоиться. Есть риск по этой карте, что мы ничего делать не будем, да. Тут как будто возможность идет. А мы смотрим, вот как эта девушка куда-то вдаль. Ну, вот так вот, абстрактно. А на кону опять победа. Причем конкретная победа и выход из лабиринта. Давайте. Теперь я сама достану карты. Может быть, это кому-то очень важно услышать. 17 числа у нас начинается Новый год по китайскому календарю, мои дорогие. И это будет символизировать еще эта дата, как я уже сказала, и коридор затмений, да, солнечное, это у нас как раз затмение. Но это еще и новолуние, но такое новолуние особенное, когда мы подводим итоги и правильно как-то свою траекторию выравниваем именно. Итак, как изменится ваша жизнь? Любовь, что будет в принципе меняться. Рассмотрим по 2 позиции. Как позиция прошлого, да, что вот у вас сохраняется, и чего дальше ждать. Вопросы вашего благополучия. Итак, любовь, деньги, благополучие и ваши достижения. И так, что ж там в любви, чего ждать или как изменится ваша жизнь? Ну, тут хочешь не хочешь, а уже как будто меняется что-то. Явно есть тот путь или есть какая-то тема, когда вы не хотите продолжения. Колет Барон Рид назвала десятку мечей «изящное завершение». Может быть, вот вам нужно как-то изящно завершить сложную историю. Пусть это выпадает вам на любовь, да? Ну, может быть, это не обязательно говорит о расставании, это какие-то методы вы можете менять. Методы взаимодействия с людьми, может быть, так, или с конкретным человеком. Так что же там, как из прошлого. А из прошлого уже было что-то начато. Как будто недавно вы что-то могли начать, и у кого-то это может быть, я такое допускаю, может быть, недавний знакомый, знакомая, отношения завершаются, хотя, несмотря на то, что начались недавно, что еще из прошлого. Нет, тут не совсем такая конфигурация, хотя вот то, что я сказала, для кого-то может тоже проигрываться. Тут надо быть внимательному. Знаете, ваша задача себе не навредить в любой сфере жизни. Поэтому реалистом быть определенно стоит. Но с учетом семерки пентаклей, это вы какое-то время что-то или кого-то ждали. Ждали, когда откликнется человек, ждали, когда, ну, как-то проявится. Все же мы на личную жизнь смотрим. Значит, есть какая-то персона, да, и вдруг мы понимаем, что мы подзастряли именно потому, что, ну, буквально мы ошибаемся. И вот вам с другим уже как бы значением этой карты, нулевой старший аркан, здесь вы можете получить информацию тоже. Но для вас это будет как желание построить надежные отношения. Или когда есть желание как идти вперед, есть желание завершить какое-то ожидание. И вот скорее у кого чего будет касаться. Ну вот есть явно
какой-то камень преткновения, есть какая-то заноза, которая долгое время не решалась именно по личной жизни. Может быть, это вопросы, связанные с детьми, родственниками, у кого-то даже вопросы дома, потому что старший аркан. Но я не исключаю, что и это могут быть какие-то сообщения. У вас как раз вторая половина февраля, нам карты пасьянса сказали, может быть богата на сообщения. То есть вот как и колокол выпал, да, это то, что извне. Но, может быть, следом и еще одно, вот эта молния. Причем тут может быть, знаете, как полярно. Колокол иногда то, что нас ставит в тупик или заставляет не только переосмыслить, а что-то, видоизменить, переделать, переиграть, реструктурировать. А молния, тем более это рядышком тут у вас выпало, исполнение желаний, корабль. Я должна сказать, корабль — один из символов Меркурия, перемены на кону у вас, мои дорогие весы. Но есть же тут и радость, поэтому разная информация может приходить. Но если мы спрашиваем, что нового войдет в вашу жизнь, так вот, если по части нового, тут какие-то новые могут быть и отношения, у кого-то и так. Одни завершились, и, может быть, вторые. Или какие-то новые мечты, желания. Но, опять же, не замечтаться. Мы можем наделить какого-то человека теми качествами, которыми он не обладает, потому что, посмотрите, поросенок с крыльями. Человек молодой сидит, вот мечтает, да, вот тут у нас сердечко, что-то приятно, радует. Но потом какое-то прозрение наступает, и мы понимаем, увы, свиньи не летают. Ладно, что же нового еще идет в вашу жизнь? Ну, какая-то прежняя история, в которой вы, ну, неправильно оценили что-то. Потому что карта искаженного восприятия. А предшествует десятка мечей. Вот какие-то иллюзии должны закончиться. И неважно, в паре вы или один, или у вас сложные отношения с близким человеком. Ну, значит, все равно у каждого тут будет свое, да? Как, все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Ну, я не говорю про семьи, но это про жизнь каждого из нас. У каждого, не только у весов, есть какие-то недоразумения, есть у каждого какие-то вопросы, которые нам именно переосмыслить, видимо, необходимо, потому что что-то не будет продолжаться. Мы можем из-за того, что мы не примем решение, вот буквально подзастрять, как и в своих иллюзиях, так и где-то попасть, словно в чужую игру. А у вас на кону аркан сила. Это карта критического мышления. Да, тут могут одолевать такие сложные эмоции. Обратите внимание, половина лица девушки, как львиная грива. Лев — прообраз нашего эго. Но, может быть, вот для вас, вы ведь мастера дипломатии. И для вас это даже планетарный такой идет совет практически до конца 2026-го. Отталкиваться нужно не от того, когда мир, гармония вокруг вас, а когда это гармония в вашей душе, когда вам хорошо. Когда вы, ну, наверное, для себя в первую очередь определите ваши приоритеты, а потом через дипломатию будете мягко, но настойчиво это продвигать. Или как бы мягко настаивать. Видимо, договариваться придется, ведь по аркану сила все же дипломатия сама по себе проходит от того, как мы сумеем договориться, но критическое мышление. Нужно видеть реальность, а не наши какие-то, ну, может быть, и мечты, может быть, и наши представления. Вот представления часто реальности разбиваются. Вот, видимо, наступает время делать правильные выводы. Это точно. Деньги. Что ждет вас, как изменится ваша жизнь? О, у вас здесь очень может быть перспективный момент. Все-таки колесо фортуны. И фортуна тоже где-то, кстати, обратите внимание, сразу говорит, что и по деньгам, ну, тебе дипломатия помогает. Или баланс, равновесие, девушка держит равновесие, стоя на цыпочках на вращающемся колесе. Она даже танец свой какой-то волшебный танцует. У нее получилось вот именно этот баланс удерживать. Вот, наверное, между критическим мышлением и какой-то историей, когда, ну, вот закрыть гештальт определенно нужно. А ключ к этому — это именно дипломатия, баланс. И причем карта не говорит, что все так легко и просто, само собой. Это всегда по карте какой-то подходящий момент. Вот у вас подходящий момент по деньгам. Давайте мы узнаем, а что же было из прошлого, какая ситуация. Ух ты, это тут прямо вам может быть что-то даже знакомое. Второй старший аркан — справедливость. Мы всегда говорим причина и следствие.
Это где-то карта кармы, это как по судьбе, да? Карта говорит, если мы прежде сделали что-то хорошо, то нам как будто Вселенная, пространство дает возможность, как бы помогает. Мы встречаем нужных людей, или нужные двери открываются, или мы решаем какой-то вопрос, причем без надрыва, а у нас так, ну, достаточно гладко, спокойно, миролюбиво получается это решить. Баланс, опять же, вот карта сама по себе, да, про баланс. Но здесь может быть все же и та история, которая касается наших ошибок в прошлом, и буквально это старший аркан может говорить о том, что пространство вернет тебе, чтобы ты сделал работу над ошибками. И, мои дорогие весы, для кого-то из вас есть вот важная тема, вопрос тут у каждого будет по-своему. И вы действительно, с учетом старших арканов, вы зависите от того, что, как вы договоритесь с людьми, от того, как люди вас представляют, что о вас думают. Вот, ну, вот есть какое-то взаимодействие, мы от этого не уйдем. Но благодаря вашей дипломатии и балансу, а может быть, когда вы свои представления о чем-то, да, все-таки это на деньги, о работе, откуда к вам приходят деньги. Может быть, вам необходима консультация нужного специалиста или знающего человека, который был в подобных, как вы, ситуациях. И тогда вот эти дельные советы мы тоже находим. А для кого-то буквально юрист, адвокат. Хорошо. А что нового идет в вашу жизнь? Момент перехода между прошлым и будущим. По-другому не скажешь. Правда, прочитайте мою статью последнюю. Там игра по новым правилам. Так вот, у вас какая-то почти игра, но это правила не ваши, это новые, вам нужно в них вписаться. И для того, чтобы вписаться, нужно удерживать вот это равновесие. Может быть, и эмоциональное, но и времени не упустить. Ведь часто по этой карте, вот тут ведь нам тоже говорили, не потеряй время. Пусть на личную жизнь, но, может быть, у кого-то, к примеру, ваше творчество или какой-то процесс. У нас время, когда мечты прошлого или о том, о чем мы когда-то, может быть, очень давно представляли, мечтали, это можно воплотить в жизнь. Вот у нас время словно между двух зазеркалей. Но замечтаться нельзя. По колесу фортуны действовать придется быстро. Будет, значит, один день, как минимум, а то и несколько до конца февраля, когда нельзя это отложить на потом. Потому что сегодня как будто фортуна помогает. Ну, а если вы скажете: "Нет, я этим не буду заниматься, я подумаю, начну завтра", а завтра энергии поменяются. А у вас действительно, посмотрите, момент перехода. Это страшный суд, время выздоровления, избавление от боли, от страданий. По сути дела, это и есть добрые перемены, о которых нам говорили карты пасьянса. Ваше благополучие, король пентаклей. У кого-то это могут быть лица, которые статусные, должностные. Может быть и поход в банк, разговор может быть с человеком как работник банка. Но иногда по этой карте наши близкие идут, супруги идут. Или конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, телец, дева, козерог или имеет там асцендент. Ну, что из прошлого, давайте спросим. Какой-то конфликт. У вас мог быть конфликт с человеком, но достаточно ресурсным. Может быть, это у кого-то благополучие конкретно нам, да, вот такие карты выпали, непростые, правда. Старшие арканы, какой-то судьбоносный момент у вас будет, и в том числе по финансам. Когда вам нужно договариваться, первого победы нам говорит, ты будешь настаивать, ничего не добьешься. И здесь помогает дипломатия. Мы уходим от конфликта, но при этом мы не уходим разочарованными. А тут нужно для себя какое-то рациональное зерно как будто вынести, по крайней мере, с чем-то определиться. Какая-то история для вашего благополучия. Хотим мы того или нет, она вот не может быть решена. Слушай интуицию. Не всегда у нас наши представления или логический смысл укладываются в то, что мы видим, правда? Особенно наше время, такое эпоха перемен. Нас очень часто удивляет, тогда слушай интуицию, потому что она тебе дает правильные подсказки. Где-то здесь это могут быть, как ваше благополучие, вам нужно конкретно определиться с местом жительства. И где-то карта говорит, может быть, пусть это мы на прошлое, у кого-то может совпасть так, что вы оказались в толпе, кстати, и были вовлечены в ряд таких событий, которые вам лично не нужны. Что я имею в виду под словом "толпа"?
У кого-то это правда. Внешние события, вот где-то вы оказались, и буквально вас вот этот водоворот закружил. Но у кого-то толпа, ну так иносказательно, это какой-то коллектив, где каждый там дудит свою дуду. И каждый он хочет что-то там свое. И понимаете, есть какой-то конфликтный, может быть, напряженный момент даже в коллективе, который уже сложился, и вы чувствуете от этого диссонанс. У кого-то это может касаться, и правда, личной жизни. И одновременно тут могут быть и вопросы и финансов, и взаимоотношений, и вопросы дома. А что нового идет в вашу жизнь? Мир, мои дорогие. Даже не буду доставать карту. Потому что все то, что я уже сказала, ну, архиважно для вас. Вот этот мир, вот этот баланс, вот этот покой, перед вами границы какие-то, как понимаете, раздвигаются. Да, договариваться придется. От этого мир зависит. Мир, покой в вашей душе, мои дорогие весы. И мы можем это переложить даже, ну, вот это состояние вашей именно души, когда меньше конфронтации. Для этого, может, и придется договориться. Может быть, ваше благополучие, если говорим дом, у кого-то могут быть купли-продажи, например, да? Ну, тогда будьте готовы к диалогу, словно, может быть, и подвинуться в цене. Но вот есть какие-то внешние события, которые для вас складывают, ну, и как и подсказки, но точно так же и какое-то изящное завершение очень долгой истории. Давайте узнаем, что же на вашу работу, карьеру, достижения в целом. Ох, король жезлов. Может быть, даже человек, это по вашим планам, по работе, вообще это руководитель, командир, ну, правда, харизматичный лидер. Это тот, который говорит, что нам делать, но сам делать он за нас ничего не будет. Поэтому приготовьтесь, какую-то работу вам действительно придется проделать самому или самой. А если договариваться, то тут тоже не нужно ждать третьих лиц. Совет вам могут дать, мы уже об этом говорили, причем дельный. Но обдумать, как это переложить именно на вашу историю. Особенности, может быть, характера, людей или с кем вам придется договариваться. Но по королю жезлов, если мы говорим на достижение, вот самим вам нужно как будто быть в этих энергиях. Это вам нужно быть харизматичным лидером, вот этим руководителем. Но, карта не говорит, что твои лидерские качества усилятся, если ты начнешь какую-то работу выполнять за других. Вот, кстати, примите это к сведению. Тут именно руководство какое-то идет, грамотное такое, да. Вы можете, кстати, в этот период времени быть, ну, где-то очень притягательными. Хотя у кого-то я могу такое допустить, ну, как знакомство на работе, может быть, или какая-то рабочая история. Ладно, что из прошлого. Карта будущего. Как будто вот тут уже прошлое, если, ну, имеет, понятно, в каком-то контексте, это мы на достижение. Но тут не время думать о том, что у нас не получилось, или что там мы бы хотели, может быть, осуществить. Или когда нам карты две буквально говорят, тебе нужно идти вперед, а не пытаться как, ну, знаете, какую-то, может быть, победу или какой-то триумф повторить дважды. Оставив прошлое в прошлом. Девушка наша уже повернулась как будто спиной. И у вас сейчас по части достижений. И пусть это у кого-то важные согласования, важные встречи, какие-то ответственные лица, да, или ваша карьера. Вот тут уже именно за делом на будущее. Ладно, так а что же нового идет в вашу жизнь? А тут само по себе все новое, шестерка мечей. У кого-то учеба, у кого-то вопросы, связанные с поездкой, с переездом. Может быть и так, у кого-то релокация офиса, для кого-то дополнительный доход. Дополнительный доход, который нам нужно, ну, с одной стороны, решиться на это, с другой стороны, может быть, и изучить что-то. Очень часто по этой карте работа в интернет или какие-то цифровые технологии, может быть, новые, которые предстоит освоить. Здесь искусство мелких шагов, мои дорогие, потому что мужество карта. Нам идти вперед придется, причем такая всегда карта немножко темноватая, несмотря на то, что это карта заслуженного успеха. Внимание! Нам еще предстоит пройти какой-то путь. То есть, что вы задумали, у вас это получится осуществить. Но вот этот баланс, все то, что мы с вами сказали, он вам будет помогать, ваша дипломатия, врожденное качество, договариваться. Все решают люди. Но и будет какой-то поворотный момент. Все-таки много у вас старших арканов, таких знаковых, когда вот именно момент перехода между прошлым и будущим. Собственно, это символ второй половины февраля.
но успех заслуженный придет. Поэтому, может быть, и карта нам даже на прошлое выпала тройка, а это всегда будущее. Но вот время делать изящное завершение тех дел вопросов, которые утратили былую привлекательность, которые не способствуют вашему прогрессу, или, может быть, даже те люди, которые раздрай какой-то в вашу душу вносят, а время окружать себя людьми надежными и те, кто вас готов сопровождать, теми, кто вас вдохновляет. От этого будет зависеть и деньги, и личная жизнь, и благополучие, и ваши достижения. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь, поддержку, за то, что вы мне пишете волшебные, душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.